Уважаемые дамы и господа, сегодня мы переходим к следующему занятию второй темы. Занятие второе – уровни развития человека. Уровни развития человека. В первом приближении, что такое уровень развития, это научиться понимать, кто выше, кто ниже, почему, как это оценивать. И для того, чтобы мы изучали данную тему, есть, по большому счету, огромное множество причин. Для чего это нужно знать человеку, если у него есть цель изменить себя и свою жизнь к лучшему. Одна из первых причин. У нас демократия, все равны, у всех высшее образование, все умные. Почему ж мир несправедлив? Почему кто-то миллиардер, а кто-то безработный? Почему кто-то счастлив, а кто-то страдает? Вроде бы все равны. А с этой иллюзией нужно прощаться. Люди разные. Разные по своему уровню. Потому, кем они являются. И пока человек этого не поймет, он обречен. Да, он будет обижаться на жизнь, что мир несправедлив, и он не сможет понять, где он находится на вот этой вертикали, на уровне развития, что он уже прошел, и что ему предстоит пройти, чтобы подняться выше, стать умнее, счастливее, быстрее, успешнее. Большинство людей – это проблема. Они считают, что все равны, что они умные. А вот то, что судьба разная, это мир неправильно устроен. Тогда у человека нет шансов что-то в себе изменять. Да, поэтому нужно понимать, люди разные. Они разные по уму, по скорости, по внутренней силе, по воодушевлению, по качествам. Они разные по всем показателям. Фактически все показатели, там, стремление, мышление, ценности, там, внешние проявления, имидж, все показатели человека, они четко определяются по уровням развития. И в конечном итоге они определяют, где находится человек. Да? И если человек понимает, где он находится, тогда ему что? Ему несложно понять, что ему нужно изучать, какие качества, да, в себе формировать, какие знания осваивать. Вот то, что выше, это его следующая ступень. Если он не понимает, где он находится, у него нет системы координат. Наука начинается там, где начинается измерение. Пока у человека нет вот этой системы оценок, ему тяжело принимать решения. Тяжело принимать множество решений. Чему учиться, как идти по ступеням роста, как выбирать цели жизни. Потому что любовь и дружба, карьера, все это законы соответствия. Любовь и дружба предпочитают равных. Если человек находится, он знает, на каком уровне находится, он может понимать, какие цели для него доступны. Какие цели доступны по карьере, кто может быть его другом, кто может принести счастье в личной жизни. Да? Вот если он понимает, где он находится, он может правильно оценивать людей, обстоятельства, там, предложения всевозможные и принимать правильные решения. Как только ты эти законы, соответственно, нарушаешь, пытаясь замахнуться на то, на что ты не можешь претендовать, что выше тебя по уровню, все, тебя ждет разочарование. Неудача, бесплодные попытки, разочарование. Почему? Это намного выше тебя. У тебя недостаточно квалификации, да, мастерства, чтобы получить соответствующие призы. Если человек замахивается на то, на что он не способен, его ждет разочарование. Если он ставит цели, которые ниже его по уровню, его тоже ждут неприятности. Ну да, добился признания, дам или джентльмен, а потом обнаруживаешь, что это скука зеленая. Потому что говорить не о чем, потому что интересов мало. Да. Будущего нет. Да, или там, выполняешь какую-то работу, да, она попроще, но потом обнаруживаешь, что это скука. Тебе неинтересно, ты не растешь, ты вянешь, если ты занимаешься не тем делом, которое предназначено для тебя. Это как купил дорогой автомобиль и едешь со скоростью 5 км в час всю жизнь. А зачем покупал автомобиль? Пешком ходи лучше, полезнее будет. Да? То есть, если у тебя там определенная техника, определенный уровень, двигайся со своей скоростью. Двигайся, ты будешь получать удовольствие.
Понимание уровней необходимо для чего? Для того, чтобы правильно определять, у кого учиться. Да, кто выше тебя, у него можно учиться. Кто ниже тебя, чему можно учиться? А зачем его слушать? Да, он тебя ничему не научит. Ну, при всем уважении, крестьяне не научат, там, как делать открытия в квантовой физике. Или в творчестве. Или в любой другой сфере знаний, которая выше его по уровню. Он там не профессионал. Но как любой другой уровень, не профессионал в том, что выше его. Как школьник не может учить профессора, так более низкий уровень не может обучать более высокий. Но для этого нужно понимать, что это за система координат, где находишься ты, кто выше, кто ниже. Тогда ты можешь принимать правильные решения. Ну, как бы еще один из образов, да, по уровням развития. Вот каждый человек мечтает о том, чтобы его судьба была классной. Но желательно понимать, что вот уровни судьбы, они опять же предъявляют человеку те или иные требования. Одна из них, скажем, скорость принятия решений. Можно ходить пешком 5 километров, 6 километров в час. Далеко ты так по жизни не пройдешь. Можно сесть на бричку. Чуть-чуть быстрее, безопасно. Можно крутить головой, можно спать. Да, можно на велосипеде. Чуть-чуть быстрее упадешь, больнее будет. Но больше возможностей. Можно на автомобиле, можно на самолете, можно на ракете. Да, чем выше, тем больше возможностей. Чем выше, тем больше требования предъявляет транспортное средство к человеку или к компьютеру, который этим управляет. Да, вот. Обработка информации в реальном режиме времени, что должно происходить, чтобы вписываться в нужную траекторию, чтобы прийти к назначенной цели. Да? Вот уровень — это во многом мощность, скорость компьютера. Каким компьютером обладает человек? Да? Какие задачи, с какой скоростью он способен решать? Вот в режиме реального времени с какими задачами он может справляться. Предположим, там первый уровень, вскопать грядку, несложная задача. Вот логически несложная. Видишь грядку, берешь и копаешь. Да, трудоемкая может быть, но несложная. Да, за то же время, как бы, скажем, олигарх принимает решение, строить завод или не строить. Условий на порядок больше. Это же нужно, чтобы он прибыль принес. Через какое время он прибыль принесет? Принесет ли? Да? Какая должна быть идея, что там за технологии, кто там отвечает за кадры, как там бухгалтерия, юридические вопросы, где строить, как с властями договариваться. Много всего. Да? Где кредиты брать, под какие проценты, под какие условия, кто партнеры, поставщики. То есть человеку нужно решать на порядок больший объем задач, чтобы принимать решения, примерно, я огрубляю, там, за такое же время принимать решения, но эти решения предполагают несоизмеримо больший объем информации, которую ты понимаешь, правильно оцениваешь. Если ты успешен, ты оцениваешь правильно. Если ты катишься вниз, ты ошибаешься. Да, если ты неправильно анализируешь информацию, ты катишься вниз. Поэтому в зависимости от уровня человек решает все более сложные задачи. Да, там промежуточные различные задачи. Но в конечном итоге это что? Вот какой объем информации, какой объем условий, какая там сложность вот этих условий, чем работает компьютер. Да, если компьютер медленный, ну, скажем, медленный интернет, пока он загружается, человек постоял, подождал, поскучал, расстроился, ушел. А тот еще не загрузился. Он еще не готов дать тот или иной ответ. Да, если компьютер быстрый, ты действуешь в режиме реального времени. Да, ты можешь придумывать, да, что-либо, успевать, опережать. Тогда ты можешь реагировать. А если компьютер медленный, человек не успевает реагировать. То есть есть множество причин, для чего это нужно знать. Наука начинается там, где начинается измерение. И нам нужно понимать в конечном итоге, где находимся мы и где следующие ступени нашего роста. Бесполезно пытаться перескочить через ту или иную ступень. Сегодня 3-й разряд, а завтра мастер спорта. Но бесполезно. Есть маршрут, он занимает несколько лет, и не каждый до этого показателя дойдет. Да? Поэтому нужно видеть вот эти ступени роста и дальше планировать свою деятельность.
Ну и что еще приятно, вне зависимости от того, на каком уровне находится человек, но если ты четко понимаешь, где ты можешь быть счастлив и успешен в рамках своего уровня. Потому что ты ставишь правильные цели, они у тебя получаются, ты рад. Да? Твое окружение, там, твоя семья такого же уровня, они тебя уважают, понимают, у вас одинаковые ценности, скорость мышления, да? Вы общаетесь с удовольствием, нет претензий. Да? Ты счастлив. Если ты живешь по требованиям соответствующего уровня, следуешь своему долгу, к тебе нет претензий, но все довольны. И ты доволен. Ты делаешь то, что хочешь, если твой уровень – это то, что ты хочешь, твоя душа. Она готова сейчас именно на это. Делаешь, что хочешь, делаешь то, что можешь, получаешь запланированные результаты, ну так хорошо. Если ты завышаешь планку или занижаешь, будет нехорошо. Или скучно, или тебя ждет разочарование. Ты не достигаешь результата. Да, поэтому каждый может быть счастлив, если он понимает, где он находится, и выбирает себе задачи по плечу, окружение, соответствующее уровню, соответствующее интересам и так далее. Да? Если ты где-то что-то проваливаешься, тебя ожидают неприятности. Или претендуешь на то, что ты не можешь достичь, не можешь защитить, тебя ожидают неприятности. Это в целом.